Сегодня чуть-чуть из цикла про чудеса света и великолепную статую Зевса Олимпийского и великого мастера, который сделал эту статую Фидия. Послушайте, это дико интересно. Статуя Зевса в Олимпии — единственное из семи чудес света, которое располагалось в материковой части Европы. Город Олимпия. И статуя Зевса в Олимпии — третье чудо света древнего мира. Это в V веке до нашей эры. Она была, по легенде, изготовлена из золота, дерева и слоновой кости. И мраморный храм Зевса превосходил по размерам все существующие на тот момент храмы. Пору уже 300 лет подряд были проводимы игры в честь Зевса, и они пользовались огромной популярностью народа. Но, несмотря на это, в Греции пока не было главного храма Зевса, и лишь в 470 году до нашей эры начали собирать пожертвования со всего народа, на его строительство. Храм, включая крышу, был построен из мрамора, и массивную крышу здания размером 27 на 64 метра поддерживали 34 колонны, выполненные из известняка, и каждая колонна была 10,5 метров в высоту и толщиной более 2 метров. Это суперосновательная история. Статую Зевса возвел Фидий, архитектор Фидий. Площадь храма составляла 1728 метров квадратных. Огромная ситуация. На мраморных фронтонных наружных стенах храма располагались плиты с барельефами и изображениями 12 подвигов Геракла, естественно. Бронзовые двери высотой в 10 метров. 10 метров двери открывали вход в культовое помещение храма. И вот, соответственно, в V веке граждане Олимпии решили построить храм Зевса. И это величественное здание возводилось между 466 год и 456 год. Это обратный отсчет до нашей эры. Они были сожжены из огромных каменных блоков и окружали массивные колонны. И в течение нескольких лет после окончания строительства, в храме не было достойной статуи Зевса. Хотя довольно скоро решили, что она необходима, что логично. И в качестве создателя статуи был избран знаменитый афинский скульптор Фидий. Кто такой Фидий? Фидий — это один из лучших представителей классического стиля. И его значение достаточно сказать, что он считается основоположником европейского искусства. Это совершенно великий человек. И Фидий и возглавляемая им аттическая школа скульптуры, это вторая половина V века до нашей эры, занимали ведущее место в искусстве высокой классики. Это направление наиболее полно и последовательно выражало передовые художественные идеи той эпохи. Так было создано искусство, синтезирующее все то прогрессивное, что несли в себе работы ионических, дорических и аттических мастеров ранней классики, от Мирона до Пеония включительно. И Цицерон писал о Фидии так. Когда он создавал Афину и Зевса, перед ним не было земного оригинала, которым он мог бы воспользоваться, но в его душе жил тот прообраз красоты, который воплощен им в материи. Недаром говорят о Фидии, что он творил в порыве вдохновения, который возносит дух над всем земным, в котором непосредственно виден божественный дух. Это небесный гость, по выражению Платона. Фидий также владел передовыми на тот момент знаниями о достижениях оптики, оптических иллюзий. И сохранился рассказ о его таком батле, соперничестве с Алкаменом. Это еще один скульптор. И обоим были заказаны статуи Афины, которые предлагалось водрузить на высокие колонны. И Фидий сделал свою статую в соответствии с высотой колонны, в пропорции с учетом оптических иллюзий. И на земле она оказалась не пропорциональной, она оказалась безобразной совершенно. И народ едва не побил его камнями. Когда же обе статуи воздвигли на высокие постаменты, правота Фидия стала очевидна, а Алкмен был осмеян. Закончил он, правда, не очень хорошо. Его обвинили. Сначала его обвинили в том, что он украл золото, из которого был сделан плащ Афины Парфенос. Но, он работал в этой технике, которая предполагала наличие золота в скульптуре.
Но он оправдался очень просто. Золото сняли со скульптуры, взвесили, недостаточно не обнаружено. Но возникло еще более серьезное обвинение. На щите Афины, в числе прочих изваяний, Фидий поместил свой и Периклов профиль. И скульптора за оскорбление бросили в тюрьму, где он скончался либо от яда, либо от лишения и горя. И вот, так как он был другом Перикла и пользовался у него большим авторитетом, у него было много личных врагов и завистников. Они уговорили одного из помощников Фидия, Минона, сделать донос на Фидия и обвинить его в воровстве. Над Фидием тяготела зависть к славе его произведений. При разборе его дела в Народном собрании улик в воровстве не оказалось, но Фидий был отправлен в тюрьму и там умер от болезни. Такие тогда интриги творились невероятные. Люди жили современно. Возвращаясь к статуе Зевса, строительство храма заняло около 10 лет, но статуя Зевса появилась в нем не сразу. Пригласили Фидия. Фидий к этому времени успел создать 2 знаменитые статуи Афины, но ни одно из его творений до нашего времени не сохранилось. Такая трагичная судьба была того, кто сделал вот эту всю огромную большую европейскую историю классики, заложил основу для всего этого. Так вот, по приказу Фидия была построена мастерская в 80 метрах от храма, которая точно соответствовала размеру храма. И там он начал работать над статуей Зевса вместе со своим учеником Колотом и братом Паненом за огромным пурпурным занавесом. И он создавал статую громовержца в этой своей технике. Сам Фидий был очень придирчив к материалу, который им доставляли, и особенно он был придирчив к слоновой кости, из которой он создавал тело Зевса. Потом, под усиленной охраной к храму, к ногам громовержца принесли драгоценные камни и 200 килограмм чистого золота. Так народ вкладывался в Зевса. И, соответственно, золотом были покрыты накидка, которая закрывала часть тела Зевса, скипетр с орлом, который он держал в левой руке, статуи богини Победы Ника, которую он держал в правой руке, и венок из ветвей оливы у Зевса на голове. Ноги Зевса покоились на скамеечке, которые поддерживали 2 льва. И вот я вставлю сюда фотографию, которая это римская статуя Юпитера, которая считается наиболее приближенной к греческому оригиналу. И она хранится в Эрмитаже. Можно пойти посмотреть, те, кто из Петербурга или приезжает сюда в гости. Также были изображены кентавры, лапифы, подвиги Тесея и Геракла, фрески, изображающие битву греков с амазонками. Основание статуи имело 6 метров в ширину и 1 метр в высоту. Высота всей статуи вместе с пьедесталом составляла по разным данным от 12 до 17 метров. Совершенно огромное колоссальное сооружение. Какие были люди, чтобы делать такие колоссальные штуки? В то время, еще до нашей эры. И высота... Создавалось впечатление, что если бы Зевс хотел встать с трона, он снес бы крышу. Да. Глаза Зевса были размером с кулак взрослого человека. Человек рядом с этой статуей казался ничтожной букашкой. И если читать Павсания, описание Эллады, то мы можем прочитать следующее. Бог сидит на золотом троне, его фигура сделана из золота и слоновой кости. На голове у него венок как бы из ветвей маслины. На правой руке он держит богиню Победы, сделанную также из слоновой кости и золота. У нее на голове повязка и венок. В левой руке у бога скипетр, украшенный всякого рода металлами. Сидящая на скипетре птица — орел. Обе бога и верхняя одежда также из золота, а на одежде изображения различных местных животных и полевых лилий. Вот, 435 год до нашей эры состоялось торжественное открытие статуи. И на Зевса пришли посмотреть самые влиятельные люди Греции. И они были поражены увиденным. Глаза громовержца ярко сверкали. Создалось такое впечатление, что в них рождаются молнии. И вся голова и плечи бога сверкали божественным светом. И сам Фидий, он ушел в глубину храма и оттуда наблюдал за восторженной публикой. Для того, чтобы плечи и голова громовержца сверкали, он приказал вырубить у подножья статуи прямоугольный бассейн. Поверх воды в нем наливалось оливковое масло, и поток света из дверей падает на темную маслянистую поверхность, и отраженные лучи устремляются вверх, освещая плечи и голову Зевса. Какой театральный эффект, какой же он крутой Фидий.
Возникала иллюзия того, что этот свет льется от Бога к людям. Говорили, что сам громовержец спустился с небес для того, чтобы позировать видео. Какой триумф! И по преданию, когда статуя была окончена, Фидий обратился к Зевсу с молитвой дать знамение, угодно ли ему новая работа, и разразившаяся вскоре молния ударила прямо в мраморный пол. И с тех пор на том месте стояла специальная медная чаша. Вот. Как дальше развивалась судьба этого третьего чуда света, статуя пострадала. Пострадала после землетрясения во II веке до нашей эры, а потом была отреставрирована скульптором Домифоном. Димофоном, да. Непростые греческие имена. И согласно Светонии, около 40-го года нашей эры римский император Каллигула хотел перенести статую Зевса к себе в Рим. Он распорядился привезти из Греции изображения богов, прославленные и почитаемые с искусством, и в их числе даже Зевса Олимпийского, чтобы снять с них голову и заменить их своими. Каллигула тот еще был чувак. И когда уже приступили к исполнению статуи Юпитера, которую он приказал разобрать и привезти в Рим, разразилась вдруг таким раскатом хохота, что машины затряслись, а работники разбежались. И в скором времени император был убит. Вот так, дерзость маленьких человечков наказывается большими структурами. Вот. И первые упоминания о серьезных... не первые, да. Уже есть упоминания о серьезных повреждениях статуи в конце II века, во время гражданских смут и дерзких набегов северных соседей. Лукиан Самосадский пишет: «Я уже не говорю, как часто грабят твой храм. Даже у тебя самого обломали руки в Олимпии, а ты, всегремящий, поленился поднять собак на ноги и созвать соседей, чтобы сбежались на крики. Они захватили грабителей, приготовляющихся бежать. Но благородный титанобоец и гигантоборец, ты сидел, держа в правой руке перун в 10 локтей, пока они обстригали тебе кудри». Вот. Но потом пришел 391 год. Римляне после принятия христианства закрыли греческие храмы с изображениями всех этих странных богов олимпийских. И император Феодосий I, утверждающий христианство, запретил язычникам не только публичные богослужения и жертвоприношения, но даже просто вход в языческие храмы, который карался смертью. Встал вопрос об имуществе языческих храмов, многие из которых, в том числе и Зевс Олимпийский, были весьма состоятельны. Храма Зевса Олимпийского. После многочисленных войн и грабежей, последовавших за смертью Феодосия, от храма Зевса Олимпийского осталось только основание, некоторые колонны и скульптуры. Последнее упоминание о статуе относится к 363 году. Византийский историк Георгий Кедрин записал местное предание, согласно которому в начале V века нашей эры статуя Зевса еще была жива. И по сведениям его перевезли в Константинополь и установили во дворце Лапса, где она сгорела во время пожара в 475 году. По другой версии, статуя погибла вместе с храмом от пожара в 426 году. Если коснуться чуть-чуть данных археологических, то приблизительная дата создания статуи, первая четверть V века до нашей эры, подтвердилась при археологических работах в мастерской Фидия. Эти работы проводились в 1954-1958 год, и которые удалось обнаружить благодаря более-менее точному осмотру ее места. И археологи нашли здесь некоторые приспособления, нужные для обработки золота и слоновой кости, крошки драгоценных камней, костяные щепы и множество терракотовых форм для литья. И формы использовались особенно при создании сложных драпировок статуи, которые потом покрывались тонким слоем золота. И нашли чашу, на которой было написано, я не знаю, как это по-гречески, но в русском переводе на ней было написано: «Я принадлежу Фидию». Эта чаша также была найдена там. В общем, небольшой такой экскурс в историю. Я думаю, это было интересно и полезно. И также
этот маленький цикл про 7 чудес света я планирую сделать в ближайшее время. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И внизу в описании к видео смотрите другие мои общедоступные материалы по рисованию, по скетчингу. Моя итальянская школа скетчинга и быстрого рисунка. Можно посмотреть там, как научиться. И можно, если вы хотите, поддержать меня на Patreon, если вы хотите, или на Boosty. Это как ежемесячная подписка на Patreon. Это $5 в месяц, а на Boosty 200 рублей, соответственно, и 400 рублей в месяц. Если поддержите меня таким образом, то мне будет приятно. А вам полезно. На Boosty я выкладываю некоторые свои материалы, которые не выкладываю в открытый доступ. Они большей частью касаются и проектирования, и ландшафтного скетчинга. Те уникальные штуки, которые я даю только на курсе. Или проговариваю между людьми, там, друзьям, коллегам лично. Но не выпускаю живое обсуждение в моей публичной структуре моего YouTube-канала. В общем, вот, меня зовут Эдуард Кичигин. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем чао-чао. Пока.